Вы должны молчать и слушать, что вам говорят. Всем привет! Значит, сегодня речь пойдет о системе 360 и о том, как у меня сгорела задняя камера. Вот буквально недели 3, наверное, назад. Вот видите, задняя камера не работает. Все остальное работает, кроме задней камеры. Значит, обратился я, друзья, к продавцу. Продавец мне первый раз ответил, говорит, дай мне номер камеры. Номер камеры я ему дал, предоставил. Ой, не знаю, посмотрю. Все. Больше продавец на связь не выходил, сколько бы я ему ни писал. Но на просторах Алиэкспресс я нашел один интересный вариант, который сейчас вам и продемонстрирую. Вот, у нас сегодня распаковка, так сказать, не на столе, а прямо на рабочем месте. Итак, что мне приехало? Приехала, друзья, вот такая вот камера. Точная копия, вот имеется в виду по геометрии, как камера. Вот вы все знаете, наверное, кто установил себе такие системы 360 кругового обзора. Вот по геометрии просто одинаковая, но вот с такой вот интересной кнопочкой. И, соответственно, с таким вот разъемом. Точно такой разъем, как и на 4 пина, как и у нашей камеры от системы 360. Значит, что было в инструкции? Еще приехал ко мне вот такой вот разъем с проводами оголенными. И в видео на страничке магазина сказано, что нам надо обрезать разъем нашей камеры. Вот разъем нашей камеры. Вот, соответственно, я его, не жалея, чеканул. Вот, зачистил провода, соединил. И после чего нам надо подключить нашу камеру, соответственно, к этому вот хвостику. И все проверить. Ну, еще здесь у нас есть кронштейн для камеры, который нам абсолютно не интересен. Так вот, камера заявлена вот это вот на 12 вольт. То есть то, что нам как бы и нужно. Вот сейчас вместе с вами я немножко поставлю на паузу, подключусь. И мы подключимся вот к этому вот разъемчику. Ну и посмотрим, что у нас получается. Будет у нас работать задняя камера или не будет. Так, пока отключаюсь и все это дело соединяю. Итак, все это дело вот так вот у меня в подвешенном состоянии. Главное, не коротните кончики. Не дай бог, чтобы плюс пошел на желтый провод, на видеосигнал. Ну и вот как-то так. Все это дело болтается. Сейчас пойдем в салон, покажу, что у нас получается в салоне. В салоне у нас получается вот такая вот ерундистика. Что-то не подсказывает, что это работать не будет. Но попробуем. Смотрите, у нас есть кнопочка, вот, которая переключает аж, по-моему, 4 режима, 4 видеоформата. Вот мы сейчас вместе с вами и будем этим всем делом заниматься. Значит, запомнили все, что у нас там показано. Давайте, наверное, я увеличу. Ну, пускай будет так. А кнопочка у нас вот так, пускай будет на увеличении. Значит, принцип какой? Нажимаем кнопку и держим 5 секунд. После чего отпускаем и смотрим на монитор. Поменяется что-нибудь у нас или не поменяется. Давайте, наверное, вот так. Все, нажимаем. 1, 2, 3, 4, 5. Отпускаем. Что-то поменялось, но картинки мы не получили. Ладно, давайте ехать дальше. Опять нажимаем кнопочку. 1, 2, 3, 4, 5. Ничего не поменялось по ходу. Опа! О! Народ! Ты смотри, покажу ближе, что вот. Так, уменьшить. Есть у нас картинка. Нам теперь остается посмотреть только, впишется ли наша картинка, соответственно, под нашу калибровку, так как эта камера заявлена 200 градусов, а установлена была 180. Так, все, разбираю саблю, снимаю и меняю камеру. Что, народ, продолжаем эпопею. Ух ты, забыл выключить фен. Короче, все спаял. Получился вот такой вот переходничок. При помощи фена на аккумуляторе усадил в термоусадку. Ну и сейчас буду все собирать. Значит, вот моя старая камера. Именно камера от системы 360. Вот я ее садил на жидкую изоленту. Это, друзья, не герметик, это жидкая изолента. То есть заливал туда
под кабель, чтобы туда не попадала вода. Почему данная камера сгорела, друзья, не знаю. Либо устала работать и сгорела, просто сгорела, либо куда-то попала вода. Вот, если попадает вода под линзу, то линза у нас обычно такая запотевшая. Здесь же линза просто идеальная. Поэтому я все-таки думаю, что камера просто устала работать. Все, теперь собираю все в кучу. Все, так сказать, в саблю. И подключаю, и будем смотреть. Ну, народ, может, кому-то интересно. Вот так вот выглядит камера, установленная в саблю. Сын когда-то мне распечатал такой кронштейн, как на заводе типа. Ну и вот так вот я заливаю полностью провод жидкой изолентой. Вот такой вот вид. Это, не говорите, не ржавчина, это такая цвет мовили. Вот, еще с завода. Ну что, собираем и проверяем. Так, народ, ну что, едем назад, включаю заднюю передачу. И вуаля, все просто шикарно видно. Значит, у меня есть разметка, если вы видите. Вот здесь линия нарисована на улице, и справа линия нарисована. Вот я сейчас попробую в эту разметку просто вписаться и подъехать ровно. Конечно, есть нестыковка немножко в изображении, так как градусы разные, 180 и 200. Но это лучше, чем ничего. Картинка практически склеена в идеале. Вот видите, полоса, я к ней подъезжаю вплотную. Хлоп. Все, стоп. Тут у нас такое расстояние от этой вот белой полоски. Вот эта полосочка видна. И здесь такое. Ну, немножко не вписался. Сейчас выйдем на улицу, посмотрим, что да как у нас работает. Ну и вот видите, такая общая картинка. То есть плиты у меня лежат параллельно. И вот эта вот плита, видите, как немножко смещена под углом. Ну, это из-за того, что новая камера. Но опять же, лучше, чем ничего. Идем на улицу, посмотрим, как я вписался в эти полоски. Ну, приехал практически по геометрии, что уже о чем-то говорит и классно. Вот если бампер у нас вот, ну вот так не доехал, камера немножко не видит из-за бампера, надо перекалибровку делать. Ну и вот так здесь. То есть практически вписался в свои, так сказать, калибровочные рамки. Все, друзья, на этом всем пока. Ссылочку обязательно оставляю в описании под видео. Для тех, у кого такая же беда. Вот. Ну и вот наша камера. Не знаю, видно, не видно. Вот так все у нас установлено. Все, всем пока. Желаю, чтобы все.